Всем привет! Меня зовут Ксюша, и вы на моем канале о кроликах. В комментариях вы просили рассказать, чем кормить крольчат до 3 месяцев, и я решила заснять об этом отдельный ролик. Также здесь будет информация для тех, кто только планирует завести крольчонка. Когда мы хотим завести нового питомца, то, конечно же, начинаем изучать информацию, какие условия необходимы для содержания, чем его правильно кормить. Если вы задумались о покупке кролика, то хочу вас предостеречь, что нельзя покупать кролика, не достигшего 1,5-месячного возраста. Так как если крольчонок будет раньше отнят от матери, то он не получит с молоком всех необходимых веществ, может часто болеть и быстро умереть. На момент отдачи кролика у него уже должен быть ветпаспорт и отметки о прививке ВГБК, а также он должен быть пропоен от кокцидиоза и глистов. Также необходимо проверить кролика на правильный прикус и убедиться, что у него все в порядке со стулом и он не выглядит болезненно. Если этого не сделать, то можно купить больного кролика и потом придется постоянно его лечить. В случае с больными зубами нужно будет подрезать их у ветеринара. А если проблемы с животом, то можно не доследить и кролик может умереть. Частая проблема – это кокцидиоз. Итак, вы купили крольчонка и принесли его домой. Чем же его кормить? Ответственный заводчик должен был вас проконсультировать, дать памятку по содержанию кролика, а также немножко корма, к которому он привык. Если же по какой-то причине вы не знаете, что ел крольчонок до того, как оказался у вас, то стоит все-таки связаться с заводчиком и узнать больше о вашем новом питомце. У молодых крольчат очень слабое пищеварение, поэтому резкая смена питания может плохо на нем сказаться. Плюс это будет двойной стресс для кролика, ведь он не только сменил обстановку и попал к другим людям, но и поменял привычный рацион. Обычно крольчатам до 2,5-3 месяцев не дают сочной пищи. Чаще всего они едят сено и комбикорм. Сено должно быть в рационе кролика всегда, а комбикорм дается дозированно. Необходимое количество указывается на упаковке. Новую для крольчонка еду нужно давать в маленьких количествах и следить, как ее воспримет организм крольчонка. Если заводчик уже давал малышу сочный корм, то и вы можете угощать его им. Но что-то новое не стоит пробовать до того, пока крольчонок не повзрослеет, хотя бы до 3 месяцев. Пока крольчонок маленький, лучше угощать его сухими лакомствами. Веточки, сухие травы, немного сухофруктов или сухих овощей. Можно покупать сено с разным составом, полезными добавками, травяными палочками. Ни в коем случае не нужно брать зерновые и медовые. Они вредят желудку кролика, в природе они таким не питаются. Тщательно изучайте состав кормов и лакомств, которые вы берете для кролика. Отдавайте предпочтение натуральным составам без добавления зерна и подсластителей. Ваш кролик может обожать подобного рода лакомства, но они вредят его здоровью и приводят к ожирению. Помните, что если вы решили сменить корм, то делать это нужно постепенно, подмешивая новый корм к старому, начиная с 1/4, 1/5 части, пока кролик не привыкнет к новому в рационе. Вместо вредных зерновых лакомств добавьте в питание кролика ветви плодовых деревьев. Это полезно и для пищеварения, и для зубов кролика. Важно, чтобы дерево не было обработано вредными химикатами. Лучше брать ветви диких деревьев или приобретать их в проверенных местах. Список безвредных и полезных ветвей я оставлю на экране. В предыдущем видео я также сказала, где я приобретаю сухотравы зимой. Посмотрите его, если еще не видели, в конце я прикреплю ссылку. Чтобы кролик был здоров, ему нужно много двигаться. Лучше всего соорудить для него вольер, чтобы он мог свободно передвигаться, когда ему хочется. Ну и, конечно же, выпускать бегать по дому, под вашим присмотром. Примерно с 3 месяцев можно без опасений вводить в рацион кролика сочный корм, но делать это резко нельзя. Дайте кролику небольшую веточку укропа и понаблюдайте пару дней, как его организм на это отреагирует. Все ли будет хорошо со стулом? Если все хорошо, то в следующий раз можно дать ему чуть-чуть побольше укропа. Старайтесь не вводить более чем 2 новых продуктов в неделю. Постепенно вы сможете приучить вашего кролика к сочной пище или перевести его на правильное питание. Всем спасибо за просмотр и отдельное спасибо людям, комментирующим ролики. Благодаря вам я нацелена выпускать их чаще. До встречи в новом видео!